Бегущие в лабиринте изо льда. Так одержимые паникой рыбаки спасаются с припая, отходящего все дальше от берега. Островки изломанного снежного поля качает на волнах. Люди пытаются подобраться ближе к суше в надежде найти хоть какую-то спасительную дорожку из этих белых холодных пазлов. Забравшийся на торосы мужчина старается подсказать попавшим в западню наиболее безопасный путь, но вскоре выхода ни вперед, ни назад не остается. Неуправляемое импровизированное судно пускается в дрейф с двумя членами экипажа. К счастью рыбаков, с двух сторон появляются спасатели. Начало ломать лед, и образовалась открытая вода, и что за крошенным льдом находятся люди. Мы сразу получили сообщение, сразу выехали и приступили к спасательной операции. У нас здесь задействовано судно на воздушной подушке «Хиус», задействовано плавсредство «Фаворит 470» с лодочным мотором. Плюс еще ближе к Свободному работают городские спасатели Корсаковского муниципального округа. Вот. И с Южно-Сахалинска к нам идет еще подмога, тоже с плавсредством. Первые спасенные суетливо пытаются уйти подальше от наших камер и любопытных глаз зрителей. Какие выводы сделали? Какие выводы сделали? Лед сломало, плохо рыбу не ловили. Но сотрудники МЧС настоятельно просят их помочь поднести навесное оборудование для лодки. Пусть это будет своеобразной благодарностью за их спасение. Следующая партия сошедших на твердую поверхность была значительно больше. Ну да недолго мы там даже на часа не просидели. Вот, потому что долго еще здесь тоже утром переходили. Вот. Туда далеко идти, чересчур. Больше я сюда не пойду. Намного лучше было. Идти можно было. Народ проходил. Если бы такая же была бы, народ бы не пошел. Между тем, судно на воздушной подушке ушло в сторону мыса Свободный. Там оторванных на льду людей значительно больше, чем здесь. Операция по спасению рыбаков в заливе Мордвинова продолжается уже около часа. На данный момент на этом участке спасено уже около 10 человек. С утра уже было понятно, что припай в районе берега неустойчив, но отчаянных рыбаков-то не остановило. И вот теперь им приходится подходить к берегу и ждать, пока спасатели придут и перевезут их на берег. Стоит ли рисковать жизнью и здоровьем ради призрачной рыбы, а с уловом не вернулся никто из спасенных сегодня? Вопрос риторический. И дело тут, конечно, не в обитателях морских, а в здравом смысле. Тимофей Шевцов, Алексей Рыбкин, Новости 65.